Привет, армия. Мы с Тхэкуком ужинали в ресторане Skopje The Chief, известном своей безмятежной атмосферой и тщательно приготовленными блюдами. Японская фанатка, которая путешествовала по Корее и забронировала столик в том же ресторане, смогла подтвердить их присутствие. На самом деле она не планировала идти, она просто хотела попробовать пасту с трюфельным кремом, то самое блюдо, которое Чингук приготовил в своем недавнем кулинарном видео. Придя, она испытала смешанное чувство волнения и удивления, которое мог понять только тот, кто внимательно следит за Тэхёном и Чингуком. По ее словам, именно в этом ресторане Тхэкук ужинал вместе. Мысль о том, что они будут ужинать там вместе, без камер, заставила ее вспомнить все, что она слышала об их отношениях. Фанатка запомнила пасту как густую и кремовую, с насыщенным вкусом, поданную на элегантных тарелках, которые отражали заботу и внимание, как и обычный кулинарный стиль Чингука. Во время еды она рассматривала детали ресторана и представляла, насколько идеальной была бы обстановка для тихого совместного ужина. В какой-то момент сотрудники ресторана показали Тэхёну и Чингуку свои автографы, подтвердив, что они действительно были там. Более того, они также показали ему точные места, на которых сидели, бок о бок у окна. Они выглядели расслабленными, разговаривали естественно, тихо смеялись, как два человека, наслаждающиеся обществом друг друга без необходимости дополнительных слов. Он представил себе эту сцену, оглядывая пустой зал, тот самый зал, где у них был частный ужин. Возможно, они говорили о простых вещах, возможно, о музыке, играх или еде, вещах, которые заставляли их чувствовать себя комфортно и по-настоящему. Картина была незабываемой, просто Тэхён и Чингук наслаждались чем-то обычным, чем-то, что показывало близость между ними без необходимости слов. Персонал также упомянул, что они заказали салат из гребешков и стейк, что привлекло его внимание, потому что оба блюда предназначались для совместного употребления. Он не заказал салат, потому что не мог его есть, но ему было интересно, какие вкусы они выбрали. В итоге он купил пасту в качестве сувенира. Он чувствовал, что это символический способ унести с собой частичку того момента. Прямо в ресторане он получил уведомление о прямом эфире Чингука. В этот момент он понял, что они были там до начала трансляции, что идеально соответствовало деталям места и типу еды, о которых он говорил. Это совпадение еще больше усилило ощущение реальности увиденного, а не просто слуха или теории. Это был тонкий, но явный знак того, что они разделяют момент за кадром. Для этой фанатки этот опыт был не просто анекдотом, он подтвердил то, что чувствовали многие. Между Тэхёном и Чингуком была настоящая связь. Связь, которая была очевидна в маленьких жестах и в том, как естественно они проводили время вместе. Им не нужно было выпендриваться, детали, например, простой ужин в ресторане, говорили сами за себя. Недавно Чингук провел еще один прямой эфир на Уиверс, и фанатам это очень понравилось. Как обычно, он выглядел расслабленным, проведя почти 6 часов за видеоиграми и отвечая на комментарии фанатов в прямом эфире. Он казался сосредоточенным, но в то же время довольным, посмеиваясь над собой, когда что-то шло не по плану, или отпуская беззаботные шутки во время игры. Иногда он упоминал, что не может четко разглядеть отдаленные детали на экране, и задавался вопросом, стоит ли ему надевать очки. Эта естественность вызывала улыбки у многих фанатов. Казалось, они были рядом с ним, разделяя маленькие, повседневные моменты, которые раскрывают более личную сторону Чингука. Он, наконец, решил надеть очки, и в этот момент его внешность преобразилась простым, но очаровательным образом. Длинные волнистые волосы казались объемными, движения, когда он поправлял очки, были плавными, а то, как он улыбался в них, делало его еще более очаровательным и доступным. Чингук просто показал ту сторону себя, которую редко видели, и именно это заставило многих людей почувствовать с ним более глубокую связь. В то же время было кое-что еще, что заставило поклонников Тхэкука начать вспоминать моменты прошлого. То, как Чингук выглядел в очках, показывая более интеллектуальную и уязвимую сторону, напоминая нам о тех временах, когда Тэхин хвалил его внешность или когда они делились небольшими аксессуарами в предыдущих прямых трансляциях. Казалось, они видят отражение химии, которая у них всегда была, и хотя они не взаимодействовали лично в то время, эти совпадающие детали создали теплое и интимное чувство среди тех, кто смотрел трансляцию. Фанаты начали комментировать, как эти маленькие жесты показывали, что, хотя Чингук и Тэхён не были вместе перед камерой, они все еще были неуловимо связаны.
Видеть Чингука таким, настолько сосредоточенным на игре, но в то же время позволяющим фанатам увидеть эти тихие моменты, делало опыт прямой трансляции еще более особенным. Было легко представить, каково это было бы, если бы они снова были в одном пространстве, играли, смеялись и показывали маленькие знаки, которые знали только они. По мере того, как развивалась прямая трансляция, зрители не могли игнорировать эти детали. Каждая улыбка, каждое поправление его очков, каждый комментарий, который он делал в своем зрении, казался особенно значимым, когда был вовлечен Тэхён. Речь не шла о выдумывании историй, речь просто шла о том, чтобы заметить, как они оба выражали свои личности, и как эти совпадения создавали ощущение близости. Поклонники были в восторге, предавались воспоминаниям и с нетерпением ждали момента, когда смогут снова увидеть их вместе вживую. Хотя некоторые преуменьшают значение каждого взаимодействия между Чингуком и Тэхёном, эти маленькие жесты остаются. Очевидно, что эти двое, даже будучи занятыми и вдали от камеры, продолжают оставлять следы своей связи, и этого достаточно, чтобы фанаты были в восторге и обращали внимание на каждую деталь. Эта прямая трансляция – еще один пример того, как Чингук показывает свою самую настоящую сторону, и того, как внимательные и чуткие фанаты могут заметить совпадения, которые возвращают их к особой связи с Тэхёном. Каждый момент прямой трансляции кажется искренним, непринужденным и в то же время наполненным маленькими знаками, которые заставляют весь фандом чувствовать себя частью чего-то уникального. По-настоящему странно то, как люди внутри одного фандома позволяют себе делать такие резкие различия, не задумываясь. Те же жесты, тот же взгляд, та же манера поведения, но все меняется в зависимости от того, кто это делает. Если это Тэхён или Чингук, тут же раздаются негативные комментарии, критика, словно они делают что-то не так, но если это Чимин, кажется, все считают его идеальным, словно ни к чему придраться. Странно, правда? Как будто личные предпочтения каждого фаната диктуют, что он считает правильным, а что нет. Речь не о сравнении или признании одного лучше другого, речь идет о том, чтобы заметить, что все они делают одно и то же, но реакция у них разная, одно это многое говорит о том, как мы воспринимаем друг друга. Поклонники начинают замечать эти маленькие жесты, эти, казалось бы, незаметные моменты, но они показывают, что Чингук и Тэхён связаны между собой так, как другие не могут уловить, даже когда они не вместе перед камерой. Всегда есть знаки, способы найти друг друга или общаться взглядом, едва заметным прикосновением, то, что умеют делать только они. Вид Чингука, сосредоточенного на игре, но при этом позволяющего видеть эти детали, делает прямую трансляцию более интимной. Легко представить, как бы это было, если бы они снова оказались в одном помещении. Играли, смеялись, обменивались молчаливыми знаками, которые делают их отношения такими естественными. Хотя это может показаться банальным, их взаимодействие не остается незамеченным, никто их не принуждает, никто не ожидает от них этого, жесты, взгляды, то, как они ищут друг друга, не произнося ни слова, все это кажется искренним, ничто не принуждает. И это то, что отличает каждого из них. Чингук не делает это с кем попало, как и Тэхён с кем-то еще, только между ними видно молчаливое внимание, их присутствие без слов. Даже когда фанаты пытаются это проанализировать, каждый жест может показаться обыденным, но при ближайшем рассмотрении четко прослеживается взаимопонимание, движение, подмигивание, едва заметная улыбка может передать больше, чем просто комментарий. И именно это делает их отношения такими особенными, не нужно преувеличивать или искать внешние доказательства, все становится ясно потому, как они двигаются вместе, как реагируют, не осознавая, что за ними кто-то наблюдает. В конце концов, самое поразительное, насколько все просто, никаких громких заявлений, никакой драмы, никаких натянутых сцен, только они, будучи собой, и этого достаточно для любого фаната, который действительно видит. Потому что это реально, потому что, что бы ни говорили другие, никто не разделяет те же жесты, взгляды и понимание друг друга, как они. И именно поэтому, несмотря на критику, несмотря на восхищение, правда остается. Она ясна, и ее можно почувствовать каждый раз, когда видишь их взаимодействие. И, возможно, именно поэтому все, что говорят или думают фанаты, меркнет по сравнению с очевидным. Между Чингуком и Тэхёном есть что-то, что не требует объяснений, слов, преувеличений. Это просто есть. И это нужно просто увидеть. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves as a side.